Всем привет! С вами Елизавета Манина, и это видео о том, что было со мной последние 2 года, даже уже можно сказать больше, чем 2 года. Пойти учиться на режиссера, здесь стоит больших денег. Все нормально, прыгаю в воду, научусь как-нибудь. Тебя не бросают, ты сама это делаешь. Вот примерно то же самое было со мной. Поверив в себя, взяла сразу 3 предмета. Это было очень весело. Это была история кино. Это была теория кинематографии, теория, как снимать фильмы, то есть какие линзы, какой свет, прочее, прочее. То есть такой вводный начальный курс теории кино, как работать с тем, всем этим. И с ним же я взяла еще один предмет, где уже ты непосредственно снимаешь свои первые короткие фильмы, первые этюды, а потом уже и короткие фильмы. Это все в рамках одного курса. Самые простые, но ты это уже пробуешь делать. Забрала оборудование, вот здесь все. И еще у меня на плече, естественно, у меня села батарейка на камере. А ведь это главное, что нужно не забывать. Да, носить с собой дополнительное зарядное устройство. И они у меня с собой, но в машине. Конечно, у меня стала такая жестокая загрузка. Я продолжала на тот момент работать в доставке. Я снимала квартиру. Как раз я переехала в классное место. Я тоже показывала это в своих видео. И не помню, показывала ли я это в YouTube, но кадры есть в Инстаграме. То есть на тот момент я жила там. И параллельно с моей учебой начались довольно сложные ситуации на работе. Пошла очень большая просадка работы по причине всевозможных ситуаций, происходящих в мире. И, естественно, это повлияло на то, сколько я стала зарабатывать в час. Параллельно с этим у меня стало меньше часов работы, потому что мне надо было учиться. И учиться мне надо было в 2 раза больше, чем если бы я говорила на английском идеально или была бы носителем этого языка. Попью водички, извините. Я надеюсь, никого не смутит то, что я периодически отвлекаюсь, пью воду. Как я уже сказала, да, я не стремлюсь сделать это видео идеальным. Цель просто рассказать, поделиться историей. Ну и оставить себе ее на память тоже. Да, значит, меньше часов работы по причине того, что я учусь. И те часы работы, которые у меня есть, меньше загрузка работы в эти часы. Очень сложная ситуация. Дорожание цен, дорожание бензина. В общем, все это начинает, естественно, на меня очень сильно влиять. И к концу этого семестра я понимаю, что мне надо что-то делать. Либо отказываться от учебы, бросать ее по окончанию семестра и заниматься работой и вообще, заняться тем, что как-то поменять работу. Но это же не 1-2 дня, чтобы все это провернуть, стать нормально на ноги, чтобы позволить себе обеспечивать не просто образование, возможность учиться и работать меньше, да, соответственно, зарабатывать как-то в час надо больше. Чтобы к этому прийти, на это уйдет время. Соответственно, у меня выбор либо бросать работу и заниматься этим вопросом, либо не бросать учебу, но как сократить тогда все свои счета. Но единственное, что я могла сократить, так это аренду жилья. На тот момент я стала много смотреть блогеров американский YouTube, кстати, благодаря, наверное, колледжу я стала активно смотреть американский YouTube. Раньше я смотрела только русскоговорящих блогеров, да, тут стало как-то приходить, и стало очень много интересно смотреть, как другие люди здесь живут, о чем они снимают, что говорят. Тот, кто родился здесь, да. И я стала находить очень много американцев, которые живут в машине,
они не наркоманы, не что-то еще, это просто их такая жизненная ситуация, они просто живут в машине, потому что не хотят платить столько денег за аренду, потому что им хочется попутешествовать или что-то еще. Ну, в общем, эти люди — это люди, которые абсолютно нормальные, адекватные люди с образованием и прочим, но и по тем или иным причинам они живут, им приходится жить в машине, они ходят на работу, ну и прочее, они живут как люди, просто живут в машине. И я стала задумываться, что если сократить свои счета путем того, что не снимать квартиру, вообще не снимать никакое жилье, а пожить какое-то время в машине, но продолжить учебу, сосредоточиться на этом и посмотреть, реально ли я стою того, чтобы быть кинематографистом, чтобы снимать кино. А то, может, все это ерунда, я там себе что-то в голове напридумывала, а ну кому это надо, да? Ну, чтобы это узнать, чтобы это узнать, тебе нужно попробовать, да, и для этого нужно снимать кино, для этого нужно уходить в профессию, развиваться в ней. Чтобы уйти в профессию кинематографиста, ну, для этого нужны деньги, которых у меня не было. И у меня в конце семестра очень сильно заболевает зуб. Кстати, в некоторых видео было, где я говорила, что вот проснулся то, что болит зуб, там то все. Он то проходил, то заболевал снова нерв. И в какой-то момент эта боль перестала проходить. И я принимаю решение, что сейчас я сдам экзамены, как раз это был конец семестра, которые я сдала. Значит, я сдала 2 предмета: история кино и теория кинематографии, где ты уже, да, ну, я уже говорила о чем-то. И с больными зубами, я как сейчас помню, я пила обезболивающее, прикладывала какие-то ватки. То есть у меня экзамен, а я сижу вот так, сквозь боль, я спешу, сдаю это все, это просто. Даже этот опыт я не забуду никогда. Я не сдала один предмет, там, где надо было снимать кино, я просто не вывозила по времени и по ресурсам. И я поняла, что я пойду заново возьму этот предмет и попытаюсь его сдать, и буду снимать кино уже в следующем семестре. Я поняла, что мне надо что-то чем-то пожертвовать, чтобы сдать другие 2 предмета. И теорию нужно было сдать первее, чем уже снимать кино, скажем так, ну, по правилам, скажем так. Или одновременно, или первее теория сдается. И сдав экзамены с невыносимой болью, я, насмотревшись видео про работу в Сан-Франциско, что там вроде как можно больше заработать, решаюсь осуществить такой челлендж, поехать на пару недель в Сан-Фран, заработать, попробовать там поработать, заработать денег на зубы, на то, чтобы лечить зуб. И пока я буду там, пожить в машине, посмотреть, как это. И я, собственно, сдав все экзамены, я еду в Сан-Франциско. Первую ночь я подготовилась, я купила матрас в машину. Ну, собственно, у меня была плитка переносная, я взяла с собой ковшик, воды, чай, кофе, ну, как-то и все. Это вот так я подготовилась. Я сама не знала, что мне понадобится, как все это будет, поэтому просто взяла какие-то основы. Первую ночь я ночевала до въезда в Бэй-Эрию на специализированной площадке, где все трак-драйверы ночуют и прочее. Там большие заправки, есть душевые, кафе и прочие все удобства. Я постелила там этот матрас, разложила сиденье. Во-первых, первая вещь, с которой я столкнулась, так это то, что у меня Toyota Corolla хэтчбэк. Седан. И раскладываешь сиденье там где-то между, как назвать, что это, подоконник у машины. Вот между этим подоконником вот сиденье раскладывается. Вот здесь есть дырка, да, в которой ты можешь лечь, просунуть ноги. Что, собственно, такой был мой план. То есть частично спать на заднем сиденье, и все ноги вытягиваются вовнутрь багажника. Раскладывается это сиденье, но там где-то
вот такой вот перепад, наверное, вот такой. Я мучилась вот из-за вот такого перепада, который был раньше здесь. Ну, и, соответственно, это стало моей первой проблемой, но... И матрас, который я купила, он был нереально большой, он был надувной. Когда он надулся, он просто занял все пространство. Я там, когда легла, я там еле там что-то... Я не могла даже повернуться ни влево, ни вправо. То есть я легла на спину. Я чувствовала этот перепад, но благодаря матрасу его было чуть поменьше, чувствовалось так еще. Я не могла ни повернуться ни влево, ни вправо, потому что места уже на это не хватало. И так вот я проспала первую ночь. На стрёмах кто-то раньше рядом парковался, что-то там делал. Ну, потому что это заправка, люди там паркуются, тоже отдыхают. В общем, это было жестоко. Короче, плюс у меня продолжал болеть зуб, то сильнее, то слабее. В общем, кое-как я пережила эту ночь. Встала. Не стала в этот момент принимать душ, я поехала дальше. Все, доехала до Сан-Хосе. Ну и, собственно, начала пробовать там работать. Сан-Хосе, Сан-Франциско, прочее, то есть эти города. Почему Сан-Хосе? Потому что Катя, которую вы знаете, как раз жила там, но ее не было в городе. Но я хотя бы понимала, что я могу, пока ее нет в городе, она уехала. Она, кстати, не знала, что я поеду, что буду ночевать в тачке. Я не хотела никому говорить, потому что я, в принципе, хотела разобраться сама с собой, как я вообще буду это все ощущать и понимать как свои мысли на всю эту тему. Ну и, соответственно, я приехала вот в район, где она жила, и решила, что я буду ночами как раз там ночевать, в комьюнити, где она живет, а в душ ходить в спортзал. Ну да, кто спросит, покупается обычно, как такие люди, живущие в машине, где они моются, они ходят в спортзал, покупается абонемент. В Америке это 24/7 Fitness или второй Planet Fitness. Это большие сетки фитнес-залов. Ты покупаешь абонемент и можешь ходить в любой зал по всей стране. У меня был 24/7 зал, там как раз был тоже недалеко, но они везде недалеко. Ну и, собственно, все, я приехала, поняла, где я расположусь. У меня было, конечно, не очень пока опыт с ночеванием в машине. Я поняла, что надо думать, как быть дальше с этим. Но в целом я начала работать. Да. Позвольте мне посмотреть, что там и как дальше. Проработав... Да, 2 недели я проработала. Заработала какие-то деньги. Сразу скажу, что я не заработала то, что я хотела заработать, по большей части по причине того, что я очень жестко не высыпалась в машине. Потому что со спиной начались такие проблемы, потому что там этот перепад, ты не можешь вертеться и прочее. И второй момент — зуб. У меня сильно болел зуб. В итоге я одолжила денег у Кати, вылечила зуб и продолжила работать, отрабатывать эти деньги ей. Потому что уже терпеть какой-то момент эту боль было невыносимо. В общем-то, так прошли мои 2 недели жизни там, такая проба. Я приехала назад в Оранж Каунти и поняла, что окей, я что-то придумаю с тачкой, я ее лучше обустрою, я уже стала понимать, что мне нужно. Плюс, как я говорила, я смотрела других блогеров. И пошло-поехало, я сказала Кате, что все, я переезжаю жить в машину. Как раз сейчас лето, я максимально сосредоточусь на работе. А в сентябре начнется следующий учебный курс. И я продолжу учиться, и я возьму как раз тот предмет, который я не сдала, сосредоточусь только на нем, буду пробовать снимать этюды, а потом и кино. Катя, конечно, отнеслась к этой мысли скептически по поводу жизни в машине, но я взрослый человек, и я отвечаю за саму себя, ну и кто за меня будет платить аренду, да? И, собственно, я так и сделала.